Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить простой, вкусный шоколадный торт. Сначала готовлю бисквит. Здесь 6 яиц категории S1. Добавляю щепотку соли и перемешиваю миксером до появления пены. Все продукты комнатной температуры. Не прекращая взбивать, частями добавляю 120 грамм сахара по вкусу. И 10 грамм ванильного сахара. Увеличиваю скорость миксера и взбиваю яйца до посветления и пышности, пока на поверхности яичной массы не появятся стойкие следы от венчиков. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю 60 грамм подсолнечного масла без запаха и 100 грамм молока. Перемешиваю на низкой скорости миксера до однородности, примерно 30 секунд. В миске 215 грамм пшеничной муки. Добавляю 40 грамм какао-порошка. Это примерно 3 столовые ложки с горкой. И 10 грамм разрыхлителя. Это примерно 2 чайные ложки. Все перемешиваю до объединения ингредиентов. Сухие продукты просеиваю и добавляю в яичную смесь частями. Перемешиваю венчиком круговыми движениями снизу вверх. Поднимаю муку с дна миски. При этом долго не мешаю, чтобы тесто не опало. Просто перемешиваю до однородности. Бисквитное тесто долго стоять не должно, поэтому форму я подготовила заранее. У меня разъемное кольцо. Диаметр установила 20 сантиметров. Низ кольца обмотала фольгой, а на дно положила антипригарный пергамент. Лопаткой прохожусь по дну миски, чтобы убедиться, что вся мука вмешалась. Перекладываю тесто в форму и перемешиваю шпажкой, чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха. Выпекаю бисквит в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз, примерно 45-50 минут, до сухой шпажки. Первые 30 минут духовку не открываю, чтобы тесто не опало. Готовый бисквит вырезаю из формы и даю ему немного остыть на решетке. Еще теплым заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник для стабилизации минимум на 3-4 часа. Готовлю крем. Венчики и миску для взбивания предварительно охладила в морозильной камере. В миске 300 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Добавляю 100 грамм сахарной пудры. А чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, перемешиваю ее лопаткой. Затем перемешиваю на низкой скорости миксера до однородности. И добавляю 1 столовую ложку лимонного сока. И взбиваю сливки до пиков. Добавляю 580 грамм отвешенной сметаны жирностью 20%. Сметана тоже охлажденная. Вес неотвешенной сметаны 900 грамм. Как я отвешиваю сметану, можете посмотреть в видео с рецептом другого торта. Ссылка на рецепт появится вверху экрана. Правда, в этот раз я отвешивала сметану всего 3 часа. Перемешивая на низкой скорости миксера до однородности. Здесь 100 грамм растопленного темного шоколада. Его температура примерно 32 градуса. Растапливала я его в микроволновой печи короткими импульсами по 30 секунд. Предварительно отобрала немного крема в другую миску и понемногу добавляю шоколад. Перемешиваю миксером. Содержание какао в моем шоколаде 54,5%.
Для крема можно использовать любой шоколад без наполнителя по вашему вкусу. Крем холодный, и из-за разницы температур в креме могут образоваться крупинки шоколада. Поэтому шоколад нужно добавлять небольшими порциями. Крем с шоколадом перекладываю в миску к остальному крему и перемешиваю на низкой скорости миксера до объединения всех ингредиентов. Если вы хотите, чтобы цвет крема был более темным, то можно в крем добавить какао-порошок. Долго крем не перемешиваю, чтобы он не расслоился. Вот такая консистенция крема получилась. Бисквит разделила на 3 коржа. Один корж получился неровным. Шапочку бисквита обрезала и измельчила в крошку, которую использую для украшения верхушки торта. Крем разделила примерно поровну на 2 части. В одну часть крема добавляю куски бисквита, рву его руками и смешиваю с кремом. Вторую часть крема переложила в кондитерский мешок. Торт собираю на тарелке. По центру тарелки наношу немного крема, чтобы закрепить корж. По периметру кольца, в котором выпекался бисквит, прикрепила бордюрную ацетатную ленту и устанавливаю кольцо вокруг коржа. В миске у меня 150 мл растворимого кофе комнатной температуры. Пропитываю им бисквит и не забываю о краях. Из кондитерского мешка наношу крем по периметру коржа. Примерно половину крема, смешанного с бисквитом, кладу на корж и разравниваю лопаткой. Слегка утрамбовываю ложкой, чтобы толщина слоя получилась одинаковой высоты. Наношу еще немного крема и снова разравниваю. Сверху кладу второй корж и слегка придавливаю. Потом пропитываю и наношу крем. В общем, процедуру повторяю. Накрываю верх кондитерского кольца пищевой пленкой и убираю торт в холодильник для стабилизации. Уже вечер, поэтому торт убираю до утра. Остатки крема тоже убираю в холодильник. Я решила нанести немного крема на бока торта, чтобы прикрыть коржи. Но с выравниванием решила не усердствовать. Просто нанесла крем мазками и выровняла верхушку торта. Сверху торт посыпаю бисквитной крошкой и украшаю оставшимся кремом. Вот такой шоколадный торт у меня получился. Торт я не взвешивала. Готовила я его на Новый год. Торт получился вкусным, в меру сладким и точно понравится любителям шоколада. Мы с сыном ели его с большим удовольствием. Рекомендую вам приготовить такой шоколадный торт, он вам понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!